Всем привет, друзья! И сегодня в обзоре будет действительно долгожданная для меня мини-болгарка. Но вначале небольшое предисловие. Спасибо вам за ваши подписки и реакции. Около 5 лет назад DeWalt задал тренд в мире электроинструмента. То, что инструмент может быть не только мощным, но еще и компактным. Ну, то есть он начал вот эту самую гонку за компактностью и миниатюрностью. Даже выделил особую линейку Atomic или Atomic. Но начиналось все вот с этого импакта, который вышел не особо мощнее своего предшественника, но зато ощутимо меньше. Это DCF 850. С тех пор множество профессиональных брендов обзавелись своими версиями компактных инструментов. Я вот сам пользуюсь частенько вот этой милкой компакт-серии. Ну и вот, в 2025 году DeWalt выпускает миниатюрные полноценные болгарки. Очень-очень тоненькие, очень интересные, как по мне. Видео особо не передает этот размер и толщину, но просто посмотрите, она тонюсенькая, не знаю, с чем это сравнить. Очень тонкая. У меня не крупная рука, ну вот, еще сколько остается. Вообще малыш. Это болгарка серии Atomic, но сделана она совсем не дешево. Все вот это вот металлическое, вот это все. Кожух из толстого металла. Не создает ощущения дешевки. Низ кожуха удобно снимается. Это для шлифовки можно использовать. Вот здесь кнопочка, нажали, отстегнули. Не снимая кожух. Это удобно. И также очень просто надели и зажали, защелкнув. Разговоров про кнопку включения будет много. Я ее считаю удобной. Никаких проблем для включения болгарки из любого положения я не вижу. Также держать ее совсем не сложно, также из любого положения. И она тяжелее, чем кажется. То есть она такая тяжеленькая, увесистая. С сотым диском 1,5 килограмма, с 115-м килограмм 650. Болгарочки вышли в двух размерах. С сотым диском и с 115-м. Естественно, с сотым диском она выглядит, ну, действительно еще более компактной. 115-й, башка чуть больше, но зато быстрозаживная гайка и нормальное посадочное отверстие, к которому мы привыкли. Здесь же оно 9,5 мм. И диски соточки. В остальном это идентичные машинки. Ну, на мелкой нету вот этого символа, прошлифовку которой. Скорее всего, я бы рекомендовал, конечно же, 402, то есть со 115 диском. Проблем с ней будет меньше. Собственно, ее давайте и протестируем. Ах да, забыл сказать, что кожух бесключевой. Поворачивать его удобно. Вот здесь такая кнопка. Переходим к тестам этой маленькой болгарки. И первая задача будет, насколько комфортно и плавно она вообще будет резать. Потому что, если честно, 11 заявленных тысяч оборотов я здесь не слышал. Возможно, они проявятся под нагрузкой. Диск использовать буду миллиметровку. Предположим, сосед забыл ключ от замка, и вы хотите ему помочь. Ну и у вас оказалась при себе вот такая вот маленькая болгарка. Ну, как видите, сосед будет благодарен, вы ему поможете очень быстро. Ну, а теперь давайте посмотрим, насколько ей хватает мощности, порезав вот такой металлический уголок. Я буду немножко торопиться, чтобы ее поднагрузить, посмотреть, насколько она будет дохнуть или не будет. Недостатка в мощности пока я не ощущаю. Миллиметрового диска, естественно, недостаточно, чтобы нормально поднадавить на болгарку, поэтому я буду использовать вот такой. И я попробую ее остановить. Остановить у меня получалось и 409, и 406. С этой малышкой посмотрим. Возможно, просто будет неудобно упираться, чтобы хорошенько на нее поднадавить. Да, кстати, сетевую тоже было возможно остановить. Ну, здесь достаточно просто оказалось.
сами видите. Что касается шлифовки, то в целом машинки будет вам хватать. Давлю я здесь немного больше, чем нужно. И машинка в целом держит. Сейчас посильнее, и если не тупить, то норм. Ну что ж, даже при этом супер компактном размере у болгарки в принципе достаточно мощности. Однозначно достаточно, чтобы резать миллиметровкой, и в целом, чтобы шлифовать. У нее ощущается хороший крутящий, достаточно хорошо рассеивается тепло. Остановить ее было совсем несложно. По мощности, я бы сказал, это аналог где-то 405. Вот где-то, по-моему, где-то так. Ну и конечно, давайте посмотрим, что у нее внутри. Перед тем, как я ее разберу, давайте запомним ее такой. Наклеечек придется поснимать уйму. Вот так, друзья, она выглядит внутри. Двигатель, правда, необычного формата. Ну и платформа вот эта тоже, это что-то новенькое. Ну что, друзья, вот такая интересная болгарка у DeWalt получилась. Болгарка линейки Atomic.